Друзья, приветствую вас. Это дневной обзор. Курс доллара, курс евро, курс рубля. Наш дорогой ЦБ снизил ставку на 1%. Это, конечно, маловато, но теперь экономике стало немножко легче дышать. Давайте посмотрим, что нас ждет по движению рубль-доллар, рубль-евро сегодня до конца дня. Так, друзья, вот он наш достопочтимый рубль, рубль-доллар, USD Tomorrow, 4-часовой таймфрейм. Ударились в дно и ползаем по дну локальному. Давайте пробежимся, посмотрим, что у нас происходит сейчас в мире, какие движения идут, и после этого вернемся назад к доллар-рубль. Итак, друзья, вот ВИКС, индекс страха или индекс волатильности. Вот для того, чтобы у нас сегодня продолжалось все хорошо, надо, чтобы эта штука пробила диапазон 32,2-32 и закрепилась под 32. Тогда все будет очень хорошо. Это будет означать, что система успокоилась и в ближайшее время будет отскок вверх. Вот. Если такого не происходит, то вот это болтание в диапазоне, это есть суть набора позиций, который рано или поздно выстрелит. И по ВИКСу здесь есть, ну как минимум, цель движения в диапазон 39-43. Вот. Поэтому то, что он не проседает, это плохо. Если в ближайшее время задерга не будет с пробоем, то, соответственно, останется еще совсем немного времени, может быть несколько дней, может быть неделя, для того, чтобы этот набор дозавершился и был заход наверх. Вот. Но сегодня мы вроде бы ходим в районе 33-32,5. Вот если все-таки пойдем вниз, то это будет сразу рост по нефти и еще большее укрепление рубля. Так, далее S&P. Ну смотрите, S&P забрался на свой сильный уровень 3130. Если здесь начнется проторговка и он в ближайшее время не закроется в диапазоне 3130-3125, то это все приведет к последующему росту, и этот рост он продлится на 3150. Вот. Если все-таки сейчас вот это вот движение завершается, то есть идет откат и закрепление в районе 3125, то, соответственно, это придет к тому, что отсюда пойдет проседание. Это проседание, его цель движения находится на 3112-3108, вот сюда, вот в этот диапазон. Если такое происходит, то для российского фондового рынка и для рубля это будет неблагоприятно. И, соответственно, мы увидим просадку нашего рынка и ослабление рубля к доллару. Так, ну вот индекс доллара, увы и ах, он все сильнее и сильнее закрепляется выше 97,36. Соответственно, закрепление и удержание этой позиции, особенно по итогам этой недели, приведет к тому, что на следующей неделе мы увидим дальнейший рост и ослабление всех валют к доллару США. Также это повлияет на цены на нефть и особенно это повлияет на фондовые и финансовые рынки. Рост индекса доллара либо в моменте, либо даже если в моменте ослабление рубля не происходит, это все равно приведет к ослаблению рубля против доллара и против евро, кстати, тоже. Так, друзья, далее что касается нефти. По нефти у нас идет борьба, но в конце недели, я думаю, в конце дня сегодня, ее, наверное, все-таки приспустят. Но смотрите, сейчас, чтобы движение дальнейшее продолжилось, надо, чтобы нефть закрепилась в диапазоне выше 42,61-43. Если она закрепляется, тогда, соответственно, в ближайшее время, сегодня или в понедельник, мы будем наблюдать дальнейший рост нефти с тестированием вот этого переха и закрытия гэпа. Вот. Если она здесь не закрепляется, то у нас это приведет к развороту. И, соответственно, здесь цель движения будет возврат вот сюда в диапазон 41,4. Ну, в общем-то, на часовике мы здесь и увидели возвратное движение. То есть здесь на часовике произошел разворот. Соответственно, высока вероятность того, что по нефти мы сейчас в ближайшее время вернемся вот сюда, в этот диапазон 42, 41 и 7. Вот этот диапазон, он для снижения нефти ключевой. Отсюда может быть отбой и дальнейший рост, если он будет пробит. Если на объеме пробивается 41 и 6, 41 и 4, то, соответственно, развивается уже полноценное корректирующее движение
сначала идет ну вот сюда вот падение, и потом будет закрепление под значением 41,4 и либо проторговка вот в этом диапазоне, либо дальнейшее снижение. Сейчас на текущий момент, если не будет пробоя вот этого диапазона, то есть вот если здесь разворотная формация и удержание, то соответственно мы весьма вероятно сегодня еще попробуем сходить, закрепиться вот в том диапазоне, который мы видели на 4-часовом таймфрейме. Если мы там закрепляемся, для нефти это позитивный знак. То есть это говорит о том, что в ближайшее время может быть пробой и закрытие гэпа. Дальше в зависимости от развития ситуации. Если там пойдет полноценное пробитие и закрепление, то соответственно не за горами помимо 45 движение в диапазон 47 и 57. На текущий момент я не усматриваю таких драйверов, которые туда приведут. Поэтому либо от значения 45, либо от текущего значения мы, наверное, будем все-таки разворачиваться и либо торговаться вот в этом диапазоне отсюда и выше, или после пробоя вот этого значения мы начнем погружаться вниз. Текущая разворотная формация, скорее всего, не сработает в том случае, если отсюда пойдет движение наверх и закрепление в диапазоне 42,4, 42,6, вот здесь вот. Так, друзья, но на фоне такого роста нефти у нас идет рост индекса RGBI, то есть российские облигации, они пользуются спросом, несмотря на снижение ставки. Я так понимаю, здесь два фактора. Первый фактор то, что растет нефть, второй фактор, что, видимо, ожидали, что ставку все-таки посильнее подрежут на 1,5%. Вот, и поэтому сейчас идут активные покупки. В ближайшее время с такими темпами мы увидим перехай 157.56. Вот. Ну и рост, соответственно, этого индекса – это позитив для курса рубля. Итак, друзья, сегодня еще в 3 часа состоится конференция. Там будет объявлена кредитно-денежная политика на ближайшее время со стороны ЦБ. Вот. Поэтому еще будет дополнительный фактор для волатильности и влияния на курс рубль-доллар США, рубль-евро. Итак, на текущий момент времени 4-часовой таймфрейм мы вот находимся у нижней границы. Соответственно, вот здесь вот есть сильная поддержка, которая 69,3, 69,24. Пробой данного диапазона приведет к тому, что рубль начнет еще сильнее укрепляться, и после пробития 69,15 разовьется движение сначала на 68,78, потом тестирование на пробой вот этого сильного уровня 68,56. Такое движение сегодня, я думаю, маловероятно. Оно может быть только в том случае, если нефть уходит на 47 и далее. Сейчас на текущий момент времени наиболее вероятна проторговка и дальнейшее пробитие под вечер верхней границы и рост доллара к рублю. Итак, вот на основании часового таймфрейма здесь уже пошла формация, которая указывает на то, что наиболее вероятен рост доллара к рублю. В идеале цель движения находится вот здесь, вот 69,9. Наверное, сразу эта цель взята не будет. Вот здесь на текущий момент времени у нас либо проторговка от 69,32 до 69,53. И в случае пробития 69,53 у нас, соответственно, цель движения это вот этот диапазон 69,82, 69,92. Вот сюда вот. Пробой нижней границы уведет к укреплению, цель которого движение вот сюда, вот в этот диапазон. Так, на текущий момент времени по 15-минутному таймфрейму, если рассматривать, то у нас здесь выстраивается движение на рост доллара против рубля. Ближайшая цель 69,58. Если здесь происходит закрепление, то есть пойдет торговля с ростом объемов, отсюда разовьется следующее движение на пробой 69,69 и пробой на объеме 69,69 уведет вот сюда, вот в этот диапазон 69,85, 69,92. Вот. Если все-таки что-то пошло не так, и мы увидим движение на пробой вот этого нижнего диапазона, то нас будут приземлять на 69,24 и потом далее вниз по списку. Сейчас здесь, судя по всему, разворотная формация и высока вероятность движения вот сюда, вот на 69,59 и последующее тестирование на пробой 69,69.
Так, рубль-евро. Рубль-евро у нас здесь тоже идет попытка разворота на 4-часовом таймфрейме. Ударили сегодня в сильный уровень, вот в этот рыженький, и от него отбились. Соответственно, сейчас мы посмотрим по часовику. В идеале у нас здесь цель движения это вот эта коричневая линия 78.25. Так, ну и вот 5-минутный таймфрейм. У нас здесь произошел отбой с разворотом, и, соответственно, евро наиболее вероятный сценарий будет расти. А рост ускорится по факту пробития 77.87. Вот как только пробивается 77.87, отсюда развивается движение. Я думаю, быстро будет взят вот этот локальный уровень 77.9. Вот. И цель движения по факту пробития вот этого уровня, цель движения находится вот здесь вот на 78.04. Если закрепляемся на 78.04, следующая цель движения будет 78.1 и потом 78.25. Отсюда может быть корректирующий откат вниз, то есть не сработает сценарий на рост евро. И этот сценарий реализуется в том случае, если будет пробитие на объеме диапазона 77.74, 77.71. Если такое вдруг происходит, то у нас цель движения вот эта красная линия 77,5. Но я думаю, вероятность такого события не очень велика. Сейчас вот, скорее всего, закрепимся вот здесь вот и отсюда выстрелим, сходим вот куда-то сюда. Так, друзья, ну вот еще забегая в телеграм-канал, хотел вам напомнить, что выходные дни, то есть когда мы не торгуем, это 24 июня и 1 июля. То есть 25, 26, 29, 30 вроде бы это рабочие дни. Я не знаю, что там еще может произойти и что придет в голову. Вот. Вот таким фоном, заливкой обозначены дни, когда экспирация опционов, соответственно, увеличение волатильности происходит. Так, ну вас призываю и сегодня не расслабляться, потому что дальше пресс-конференция ЦБ в 15:00. А по факту завершения конференции будет много всего интересного. Ну, события по США, выступления членов Феда, не очень они значимые, но, скажем так, определенное влияние могут оказать. И далее в 8 часов господин Пауэлл порадует нас своей речью очередной. Итак, друзья, по поводу снижения ставки, которое произошло, на мой взгляд, для того, чтобы оживить экономику, на мой субъективный взгляд, это не очень большое действие, и оно никаким существенным образом не повлияет. На инфляцию немножко повлияет, но не критично. Может быть, немножко поднимет фондовый рынок, но я думаю, это ненадолго. То есть не стоит здесь испытывать иллюзий, что вот это вот снижение ставки, оно приведет к значительному росту российского фондового рынка. Если даже мы таковое и будем наблюдать в качестве технического отскока в ближайшее время от каких-то минимальных значений, это будет связано не со снижением ставок, а с тем, что просто будут раздавать на хаях. А вот это снижение ставки, с моей точки зрения, оно несколько запоздало, и оно производится не в том объеме, в котором это необходимо для реального сектора экономики. Оно не столь болезненно для курса рубля, хотя оно, конечно, окажет определенное влияние. Но с моей точки зрения мера это недостаточная. И я бы даже сказал так, что я думаю, это просто полумера. Спасибо за внимание. До скорых встреч.